Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. В предыдущем ролике мы поговорили о премьерах фильмов, которые нас ждут в апреле этого года. Сегодня по традиции вас ждет информация о сериалах, премьеры которых были анонсированы на текущий месяц. Как всегда, мы выбрали из всех самые значимые. Ну а ты, чтобы всегда быть в курсе предстоящих событий в мире кино, не забудь на нас подписаться. А если ты решился поддержать нас донатами, то перейди по ссылке в описании ролика или на главной странице нашего канала. Ну а мы поехали! В центре сюжета этого сериала частный детектив Джон Шугар. Известный удачливый сыщик работает в полном тайн и преступлений в Лос-Анджелесе. Ему и напарнику поручают новое громкое дело. Исчезновение внучки известного голливудского продюсера стало новостью номер один. На первый взгляд все кажется довольно простым, но чем глубже следователи окунаются в дело, тем больше всплывает тайн благородного семейства. И главный вопрос: если похитителям нужна не крупная сумма денег, тогда что? Главному герою предстоит не только распутать мистическое дело, но и понять самого себя. «Шугар» – драматический детективный сериал. Режиссером всех эпизодов стал номинант на премию «Оскар» Фернандо Майрелиш, снявший такие известные фильмы, как «Преданный садовник» и «Два папы». Главную роль исполнил номинант на премию «Оскар» Колин Фаррелл. В его актерском списке много отличных работ, но многие зрители помнят его по роли Александра Македонского в историческом эпосе «Александр». Сериал, состоящий из 8 серий, выйдет в эфир на Apple TV+ 5 апреля. 60-е годы прошлого века. Том Рипли живет в Нью-Йорке. Подделывание документов для мошенника – обычное дело. Однажды он случайно встречает своего состоятельного знакомого. Его отношения с уже взрослым сыном, мягко сказать, сложные. Он просит Тома помочь вернуть Дика из Италии, где тот проживает. Мошенник не теряет возможности окунуться в роскошную жизнь, решив подружиться с богатым парнем. Том затеивает сложную игру, полную обмана, мошенничества и убийств. «Рипли» – это психологический триллер. В основу сюжета лег криминальный роман Патрисии Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Одноименный фильм 1999 года с Мэттом Деймоном в главной роли имел большой зрительский успех. Роль Тома Рипли в этот раз исполнил Эндрю Скотт. Многие зрители помнят его по роли профессора Мориарти в сериале «Шерлок». Режиссером и сценаристом проекта выступил Стивен Зайлиан. В 1994 году он получил премию «Оскар» за свой сценарий к фильму «Список Шиндлера» режиссера Стивена Спилберга. Премьера сериала состоится 4 апреля на стриминге Netflix. Прошло уже 200 лет после того, как случилась глобальная катастрофа. Человечество переживает сложные времена. Уже несколько поколений люди скрываются в убежищах, но пришло время, когда они вынуждены выйти на земную поверхность, где их ждет враждебный постапокалиптический мир, в котором человечество должно научиться выживать. В последнее время активно взялись за экранизацию компьютерных игр. И вот теперь время пришло для серии игр Fallout. За сценарий взялись Джонатан Нолан, брат культового режиссера Кристофера Нолана, и Лиза Джой. Они же вместе работали и над сценарием к потрясающему сериалу «Мир Дикого Запада». В главных ролях Элла Парнелл, воплотившая юную Джейн в фильме «Тарзан. Легенда», Уолтон Гоггинс, наследивший в фильмах «Джанго освобожденный» и «Идентификация Борна», и Твин Пиксер Майкл Маклахлан. 12 апреля сериал выйдет на Amazon Prime Video. 1776 год. Бенджамину Франклину уже 70. Он активно работает над тем, чтобы добиться независимости США. И, наконец, 4 июля 1776 года Конгресс принял декларацию единогласно. Британцы недовольны, что колониальные земли вышли из-под их влияния. Чтобы убедить монарших особ помочь штатам, Бенджамин отправляется во Францию. Результатом упорства одного из отцов-основателей стало подписание американо-французского договора, в котором США впервые были признаны независимым государством. «Франклин» – биографический драматический сериал. Сюжет основан на книге Стейси Шиф «Великая импровизация. Франклин, Франция и рождение Америки». Единоличный режиссер проекта Тим Ван Паттен, участвовавший в создании таких громких сериалов, как «Секс в большом городе», «Клан Сопрано» и «Игра престолов». Следует отметить, что роль Бенджамина Франклина исполнил обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» Майкл Дуглас. Сериал состоит из 8 серий, которые начнут транслировать на Apple TV+ 12 апреля. Это история о судьбе бывшего шпиона, когда-то работавшего на коммунистическую партию Вьетнама. Он уже давно отошел от дел. Теперь он консультант по созданию военных фильмов. Но прошлое всегда рядом, и наш герой становится объектом охоты для спецслужб мира. Спецагент бежит в шумный Лос-Анджелес, где легко можно затеряться. Сможет ли он обойти подстерегающие ловушки и избежать ненужных встреч? Сочувствующий исторический драматический сериал. Это адаптация шпионского романа Вьет Тхань Гуена, который был отмечен Пулитцеровской премией.
За дело взялся выдающийся южнокорейский режиссер Пак Чхон Ук, снявший «Олдбоя» и «Сочувствие госпоже Месть», отмеченные наградами Каннского и Венецианского кинофестивалей. В кадре мы увидим Железного человека Роберта Дауни-младшего и Сандру О, обладательницу самой короткой фамилии, которую мы знаем по сериалам «Убивая Еву» и «Анатомия страсти». Выход семисерийного сериала запланирован на стриминге HBO Max 14 апреля. 1997 год. Молодая писательница Ребекка приезжает в родной город Виктория, который расположен в Британской Колумбии. Она изучает дело Вины Вирк. 8 подростков решили довериться писательнице, что позволило ей узнать об ужасных событиях, которые привели к страшному преступлению. Убийство произошло в тот момент, когда Рина, чьи родители приняли веру свидетелей Иеговы, стояла среди сверстников на мосту. Не похожая на них индуска подверглась жестокому избиению пьяной компании. «Под мостом» – криминально-драматический сериал, в основу которого лег одноименный роман канадской писательницы Ребекки Готфри. История основана на реальных событиях. Титульную роль исполнила актриса Райли Кио, известная по драме «Зола» и хоррору «Сторожка». Также в актерской команде Лили Гладстоун, которую мы видели в недавнем фильме «Убийцы цветочной луны», Арчи Пенджаби, известная по сериалу «Хорошая жена» и другие. Премьера сериала, состоящего из 8 серий, запланирована на стриминге Hulu 17 апреля 2024 года. Ну а теперь сериал с мрачным названием. Главные герои сериала – опытные детективы-подростки Чарльз и Эдвин. А отличает их друг от друга то, что они уже давно покинули мир живых. Эдвин был убит в своей школе-интернате в 1916 году. Чарльза, который учился в том же учебном заведении спустя многие годы, постигла та же участь в 1990 году. Вместе молодые детективы раскрыли много мрачных тайн, которые хранили священные стены школы. Но пришло время разгадать загадку собственных смертей. «Мертвые мальчики-детективы» – мистический драматический детектив. События сериала разворачиваются в той же вселенной, что и в популярном сериале «Песочный человек». Именно в 25-й серии впервые появились эти два персонажа. Сериал про мальчиков-детективов ориентирован не только на подростковую аудиторию, но и на любителей экшена с элементами хоррора и черного юмора. Ожидаем премьеру первого сезона на платформе Netflix уже 25 апреля. В этом сериале нас ждет история двух женщин, волею судьбы оказавшихся рядом. Одна из них – агент со стажем Имаджен Солтер. Ее репутация в профессиональных кругах неоднозначная. Несмотря на это, у нее за плечами десятки успешно оконченных миссий. И вот новая поставленная задача – сопроводить женщину из Стамбула в Париж и Лондон. На первый взгляд ее спутница хрупкая, слабая и беззащитная. Но так ли это на самом деле? И чем это обернется для агента Ми-6? «Вуаль» – это сериал в жанре психологического триллера. Роль агента сыграла обладательница премии «Золотой глобус» и «Эмми» Элизабет Мосс, наиболее известной зрителю по роли Зои Бартлетт, младшей дочери президента Джеда Бартлетта в сериале «Западное крыло». А роль Адилы, сопровождаемой агентом, исполнила пока малоизвестная, но перспективная актриса иранского происхождения Юмна Марван. Зрителей ждет интересная история с неожиданными поворотами сюжетной линии. Выход сериала состоится 30 апреля 2024 года на стриминге Hulu. Ну что, у меня на сегодня все. Такими были самые интересные сериалы, которые ждут нас в апреле. Мы и дальше продолжим информировать вас о тех проектах, которые достойны твоего внимания. А для того, чтобы не пропустить, не забудь на нас подписаться. Ну и, конечно же, не забудь написать свой отзыв в комментарии на просмотренный контент. Этим ты поможешь определиться с выбором другим. Всем пока-пока, услышимся!